Пока вы думаете, стоит ли тратить $100 на рекламу для своего бизнеса, компания Meta за один квартал заработала $47,5 миллиардов. Это на 22% больше, чем год назад. Как у них это получилось? Рост прибыли компании за счет рекламы. Да, это та самая реклама, которую вы видите каждый день в Instagram и Facebook. Та самая реклама, через которую ваши конкуренты прямо сейчас привлекают ваших потенциальных клиентов. Facebook уже давно не та социальная сеть, где студенты общались друг с другом. Это гигантская рекламная машина, которая знает о пользователях больше, чем они сами о себе знают. Вы только подумали о новой машине, платье или тортике, а Facebook уже выдает вам рекламу на эту тему. И сегодня я покажу вам, как именно Meta превратилась в денежный принтер и что это означает для вашего бизнеса. Помните, как в 2020 году все смеялись над Instagram Reels, говорили, это просто копия TikTok, никто не будет смотреть. Как же все ошибались. Meta сделала две гениальные вещи. Первое, они интегрировали короткие видео прямо в основную ленту. Вам больше не нужно отдельно открывать приложение, чтобы посмотреть короткие ролики. Вы листаете Instagram или Facebook, и алгоритм подсовывает вам Reels между постами друзей. Второе, они постепенно увеличивали количество рекламы. Сначала один рекламный ролик на 10 обычных, потом 1 на 5, сейчас рекламу вы можете увидеть через каждый 4-й Reels. Результат превзошел все ожидания. Пользователи стали проводить на 50% больше времени в приложениях Meta. А чем дольше человек смотрит в экран, тем больше рекламы можно ему показать. Это же элементарная математика. Больше времени равно больше показов, равно больше денег. Круто, Meta зарабатывает, а как же это касается вас? Подумайте, что делают ваши конкуренты. Пока вы сосредоточены на развитии бизнеса, создании контента, ваши конкуренты запускают Reels в рекламу. Они забирают вашу аудиторию, которая о вас не знает. Потому что вы хороший эксперт, у вас классный товар в магазине, но вы неизвестные. Летом 2023 года Meta запустила Threads, их ответ на Twitter. Многие подумали, ну вот, еще одна социальная сеть, которая умрет через полгода. И что мы видим сейчас? 400 миллионов активных пользователей в месяц Threads. Но Meta не думала о конкуренции с Twitter, не думала о том, что скажут другие, не думала о том, как кто отреагирует. Компания думала о деньгах и строила стратегию. Они создают новую платформу, переносят туда миллионы пользователей из Instagram одним кликом, а потом медленно, аккуратно начинают монетизировать. В конце 2024-го там появились первые рекламные посты. Threads пока приносит копейки по сравнению с Instagram или Facebook, но это не важно. Важно другое. Meta создает замкнутую экосистему. Утром вы проверяете новости в Threads, днем смотрите Reels в Instagram, вечером листаете Facebook и везде видите рекламу. Знаете, что означает это для рекламодателей? Что у Meta теперь еще больше аудитории, которая готова покупать у вас ваш товар или услуги. У них больше данных о пользователей, больше площадок для размещения рекламы, больше возможностей показать ваше объявление в нужный момент нужному человеку. И тут важный момент. Те, кто начинает работать с новыми площадками раньше других, получают преимущество. Меньше конкуренция, ниже цена за результата, значит больше продаж у вас. Но ведь вы все еще думаете, нужна ли вам реклама или нет, а может все же Reels каждый день, идеальный визуал ленты. Вы думаете, а ваши конкуренты делают. Находчивость Meta стала очевидна с запуском Advantage+. Это система автоматической настройки рекламы. Нажимаете одну кнопку, и искусственный интеллект сам выбирает аудиторию, распределяет бюджет и время показов. Звучит как мечта ленивого рекламодателя, правда? И вот тут начинается самое интересное. Meta позиционирует Advantage+ как помощь малому бизнесу. Мол, не нужно разбираться в сложных настройках, доверьтесь нашему умному алгоритму. Но давайте включим голову. Цель Meta – заработать максимум денег с каждого рекламодателя. Думаете, их алгоритм оптимизирует ваши расходы или их доходы? Правильно, их доходы. Advantage+ действительно работает, но работает так, что вы тратите больше, чем могли бы. Алгоритм выбирает самую широкую аудиторию, чтобы показать рекламу как можно большему количеству людей. В некоторых нишах это применимо, но в некоторых расход бюджета идет не на вашу целевую аудиторию, а на ту, что отреагировала на рекламу. На красивую модель, которая демонстрирует женскую одежду, начинают реагировать мужчины, но они не хотят купить одежду. Их привлекла девушка. Да-да, примерно так работает алгоритм, когда вы его не контролируете. Поэтому
Поэтому неудивительно, что после внедрения Advantage многие начали жаловаться, что реклама стала плохо работать. А просто так взять и отключить автоматические настройки не так легко. Нужно найти ту самую кнопку, которую запрятали. Мета тестирует и обучает свою модель Advantage за счет бюджета рекламодателей. Да, за ваш счет, если вы не знаете, как использовать ручные настройки. В итоге Мета зарабатывает на двух вещах: на тех, кто вообще не умеет настраивать рекламу и сливает бюджет, и на тех, кто доверяется автоматизации и платит больше, чем нужно. А что, если я скажу вам, что есть то, что может вам помочь выжимать максимум из своего бюджета на рекламу? Давайте посмотрим правде в глаза. Мета больше не социальная сеть. Это медиакомпания, которая зарабатывает на внимании пользователей. Их стратегия проста, как все гениальное. Первое – удерживать людей в своих приложениях как можно дольше. Отсюда Reels, которые удерживают внимание и заставляют проводить кучу времени, просто листая ленту. Второе – собирать максимум данных о каждом пользователе. Что смотрят, что покупают, на что кликают, сколько времени останавливаются на каждом посте. Третье – продавать доступ к этому вниманию рекламодателям, причем по максимально высокой цене. За последний квартал Мета показала 18 миллиардов 300 миллионов долларов чистой прибыли. Это больше ВВП многих стран, но что меня поражает больше всего, это то, что пока Мета строит эту гигантскую машину для извлечения денег из карманов рекламодателей, большинство предпринимателей все еще думают, что Facebook и Instagram — это просто площадки для общения с друзьями. Предприниматели и эксперты, пока вы думаете, что в Instagram и Facebook не покупают, конкурентов в вашей нише становится больше. А с появлением искусственного интеллекта их будет еще больше, потому что создание контента будет занимать минуты. Но любой бизнес нужно рекламировать, чтобы были продажи. Пока вы откладываете изучение рекламы, ваши конкуренты каждый день повышают свои знания, проходят обучение, чтобы эффективно использовать бюджет. Даже если они нанимают специалистов, то уже понимают, как устроено все, чтобы не слить бюджет на таргетолога. В результате именно ваши конкуренты забирают клиентов, которые могли бы покупать у вас. Мета инвестирует миллиарды в совершенствование своих рекламных инструментов. Вопрос: готовы ли вы инвестировать хотя бы немного времени и денег в изучении того, как эти инструменты работают? А теперь самое важное: как вы можете действовать уже сегодня. Смотрите, многие думают, Мета создана, чтобы вытянуть из вас деньги. Это ошибка. Мета дает зарабатывать и вам тоже, каждый получает выгоду. Мета продает вам доступ к огромной аудитории, а вы решаете, пользоваться этим шансом или нет. Теперь внимание, запомните 4 ключа. Первое. Если у вас мало продаж в соцсетях, дело не в вас и не в вашем блоге. Проблема в том, что о вас никто не знает. Без рекламы вы будто говорите в пустоту. Хотите, чтобы вас узнали? Запускайте рекламу. Второе. Уже пробовали запускать рекламу? Осторожно с Advantage+. Да, это упрощает настройку, но и тратит бюджет на людей, которые вообще не ваша аудитория. Настоящий результат — это когда вы умеете выбирать интересы людей и точно попадать в свою аудиторию. Третье. Думаете, реклама не работает? Вопрос к вам. А вы умеете анализировать? Да, тысячи людей могут увидеть ваш ролик, но что это дает вам? Важно уметь смотреть глубже, какие клики, какая стоимость, какая прибыль, и тогда вы сможете планировать расходы и прогнозировать доход. Подумайте сами, если бы реклама не работала, десятки тысяч бизнесменов не вкладывали бы в нее деньги каждую минуту. Четвертое. Конкуренция растет. Вопрос: что делаете вы? Создаете контент в пустоту или используете возможности Мета, чтобы показать ваши посты и видео людям с разными интересами? В итоге все просто. Мета продает доступ к людям, а решать только вам, будете ли вы покупать этот доступ и готовы ли дать людям то, что они ищут прямо сейчас. Ну что, вы готовы? Понимаете, что нужно действовать сейчас, а не ждать идеального момента? Знаете, вы можете пройти десятки курсов про продажи, воронки, продвижения, но ни одна схема не будет работать без рекламы. Мой курс «Рост и продажи через таргет» — это не теория из интернета, это мой личный опыт в продвижении блогов. Потому что на этом курсе я дала комплексный взгляд не просто куда нажать, чтобы настроить рекламу, а как нужно думать, чтобы разработать рекламную стратегию для своего блога и чтобы видеть результат работы рекламы. Я покажу, на что обращать внимание, чтобы реклама реально работала, чтобы вы видели результаты, а не просто как деньги списываются с вашей карты. Также, конечно же, поделюсь, как обходить ловушки Мета, которые просто сжирают бюджет, и как настраивать рекламу лучше, чем ваши конкуренты. Курс достаточно практический, поэтому если вы будете сразу применять все знания, и во время курса мы уже
уже запускаем рекламу, то вы сможете увидеть уже первые продажи во время обучения. Мы разбираем все, и креативы, которые продают, и как работать с бюджетом, и какие цели лучше выбрать для достижения ваших целей в вашем бизнесе. Поэтому оставляйте заявку на сайте с кодовым словом META, чтобы получить специальное предложение по стоимости на курсе рост и продажи через таргет. Я оставила ссылку под этим видео, поэтому вы можете оставить свои контактные данные и указать кодовое слово META, чтобы получить скидку на обучение. Мета инвестирует миллиарды, и пока одни боятся и теряют время, другие просто берут, действуют и получают клиентов. Не упускайте и вы свой шанс. Инвестируйте в свои знания сегодня, чтобы завтра реклама работала на вас.